Фильм начинается с того, что старый рыбак по имени Мэтти Бой плывет на своей лодке на изолированной части озера. Он явно чувствует себя расслабленным и тянется за пивом. Далее, когда рыба клюет на наживку, раскачивая лодку, бутылка падает в воду и дрейфует на дно озера. Происходит землетрясение. Это приводит к образованию значительной трещины на дне озера, которая создает водоворот. Рой голодных пираний вылезает из недавно обнажившегося доисторического озера внизу. Он не может завести лодку и падает в озеро. Вернувшись в город, улицы полны отдыхающих, желающих повеселиться во время весенних каникул. Джейк Форестер пробирается через пробку на скутере, чтобы забрать своего младшего брата и сестру, Зейна и Лору. Затем его отвлекает присутствие бывшей возлюбленной Келли. Они вдвоем заняты разговорами, когда приходит ее парень Тодд и его друг. Тодд заставляет Келли поторопиться и сильно издевается над Джейком и в конце концов, выплескивая напиток, прежде чем уехать. Смущенный Джейк подходит, чтобы забрать молодежь, и его приветствует Дэнни. Она делает ему комплимент по поводу футболки. Он предполагает, что она шутит с ним, но она оказывается дружелюбной. Внезапно приезжает начинающий режиссер Дерек Джонс. Узнав, что Джейк – местный житель, Дерек убеждает его присоединиться к его команде в качестве гида. Позже тем же вечером мы наблюдаем, как мама Джейка, городской шериф Джули и ее заместитель Феллон ищет Мэтти Бойда. Когда они пытаются вытащить его лодку, которая приютилась среди камыша, его тяжело. Изуродованное тело поднимается на поверхность. Они думают, можно ли закрыть озеро, учитывая присутствие тысяч посетителей, уже прибывших в город, и экономическое значение этого праздника. На следующий день на рыбалке Джейк предлагает заплатить своим младшим брату и сестре, чтобы они остались дома, и он мог присоединиться к Дереку и Дэнни на их лодке. Его сестра оказывается жестким переговорщиком и требует за это $60, на 20 больше, чем сам Джейк должен был заработать на присмотре за детьми. В городе на набережной кипит жизнь. Сотни молодых людей пьют, танцуют и готовятся к вечеринке. В центре всего этого Дэнни и ее партнерша по предстоящему фильму Дерека Кристал. Они танцуют в провокационной манере к восторгу толпы. Прежде чем подняться на борт лодки и присоединиться к ним, Джейк сталкивается с Келли. Дерек, который явно находит ее привлекательной, убеждает ее бросить парня и присоединиться к вечеринке. Он обещает ей шампанское, если она это сделает. В другом месте вскоре становится ясно, что план Джейка в отношении его младших братьев и сестер не сбывается. Они вместе отправились на соседний остров на лодке. К сожалению, пока они гуляют по острову, лодку уносят. В результате они пытаются остановить проплывающую лодку, но им не удается привлечь внимание. Во время одной из таких попыток Лаура порезала ногу об мусор, лежащий на морском дне. Тем временем, после сообщения о сейсмической активности, группа экспертов прибыла для расследования. Их сопровождают к месту землетрясения на борту катера Джули. По прибытии два дайвера, Паула и Сэм, спускаются на глубину. Сэм продвигается вперед и проталкивается через узкую щель в доисторическое озеро. Он способен различить яйца пираний, но на него быстро нападают. Паулу вскоре постигла та же участь, но член команды Новак вытащил ее на лодку. И он, и Джули в шоке, обнаружив, что ее больше нет в живых. Большая часть ее кожи и глаза были съедены хищниками. Недалеко Келли и Джейк все еще наслаждаются компанией Дерека и его команды. Келли уговаривают выпить текилу с ее напраницей. Двое целуются. Джейка тоже приглашают присоединиться к веселью, но в данный момент он собирается отведать кусочек лимона изо рта Келли. В этот момент она бросается к борту лодки, потому что ее стошнило. Она явно пьяна, изо всех сил пытается идти в ногу с остальными. Вернувшись на сушу, Новак и Джули берут пойманную ими одинокую пиранью в дом Карла Гудмана, морского биолога на пенсии. Выпустив рыбу в аквариум, Карл сразу узнает ее и сравнивает с окаменелостью. Он объясняет остальным, что этот вид вымер уже более 2 миллионов лет. Они предполагают, как они могли так долго выживать без источника пищи. Карл утверждает, что это, вероятно, связано с каннибализмом, указывая на царапины. Теперь, уверенная в опасности, грозящей тем, кто находится на озере, Джули ведет свою группу обратно в доки, чтобы попытаться их разогнать. Феллон стреляет из пистолета в воздух, пытаясь заставить толпу замолчать, чтобы он мог проинструктировать им уйти, но затишье в музыке кратковременное, и вечеринка продолжается. Сотни студентов колледжа полностью игнорируют его мольбы и бросаются в воду. Начинается кровавая бойня, поскольку множество из них либо убиты, либо искалечены пираньями, и несколько несчастных случаев, произошедших в результате хаоса. Дальше на озере Дерек и его оператор Энди при поддержке Джейка снимали фильм. Дани и Кристал резвятся в воде. Дерек, который много пил, раздражен, увидев, что Джейк прекратил съемку,
Но Джейк заметил Лору и Зейна на соседнем острове. Дерек поначалу не хочет им помогать, опасаясь пропустить веселье в городе. Однако вскоре он меняет свое мнение, когда узнает, что мать Джейка – шериф города. Под руководством Энди они собираются забрать детей, но винт лодку застревает. Когда они пытаются освободить его, несколько камней под поверхностью разбивают стекло лодки, которое они использовали, чтобы снимать девушек, плавающих под водой. Сила удара отбрасывает Энди, Кристал и Дерека в воду, где они немедленно атакованы хищной стаей рыб. Дереку выбраться, но большая часть его тела съедена. Между тем, из захлынувшей воды и тонущей лодки Келли не может выбраться. Она вынуждена укрыться на столешнице, оказавшись в ловушке под палубой. Вернувшись в город, сотни ошеломленных и раненых участников вечеринки все еще пытаются выжить. Помощник шерифа Феллон начинает стрелять в рыбу, пытаясь помочь. У него заканчиваются патроны, и вместо этого он берет подвесной мотор. Он нападает на рыб, окружающих его, разрезая многих из них. Вода становится красной от их крови и его собственной. В конце концов, они одолевают его, и он уступает им. Время имеет большое значение для Келли, но помощь уже в пути. Джули и Новак прибывают на лодке меньшего размера, и Джули удается перебросить на лодку веревку, отчаянно пытаясь помочь своим детям. Джейк, однако, отказывается покидать Келли, заявляя, что ее бы здесь не было, если бы не он. Дети следуют за Данни по веревке. Они вчетвером направляются к Новаку. Длинные волосы Данни опасно свисают прямо над поверхностью воды. Это дает пираньям шанс атаковать, и ее убивают. Остальные переправляются. Над другой лодке находчивый Джейк понимает, что может использовать труп Дерека, чтобы отвлечь пираний. После того, как Дерек произносит несколько довольно сбивчивых последних слов, Джейк бросает его тело в воду. Он использует этот отвлекающий маневр, чтобы плыть под водой и присоединиться к Келли, все еще сжимая веревку. Оказавшись внутри, он поджигает несколько канистр с бензином и говорит Келли связать две сигнальные ракеты вместе. Они выплывают из лодки и говорят Новаку отбуксировать их в безопасное место. Пока он отчаянно пытается запустить двигатель, к паре приближается стая рыб. Джейк видит это и обнимает Келли, чтобы защитить ее. Двигатель снова оживает, и лодка уходит вместе с Джейком и Келли. Между тем факелы вызывают взрыв газа, в результате которого погибли тысячи пираний. Оказавшись достаточно далеко от рыбы, пара подтягивается и забирается на борт. Они живы, хотя у Джейка на спине кровь просачивается сквозь его футболку. Однако облегчение длится недолго, когда звонит Карл Гудман с новостями. Он обнаружил, что у рыб в его аквариуме еще не развились репродуктивные органы. Это всего лишь мальки. Прежде чем эта информация будет полностью обработана, в последней сцене Новака выхватывают из лодки одна из взрослых пираний. И она огромная.